25 сентября в 4:09 по непальскому времени, получается, я стояла на вершине 8-го по высоте восьмитысячника в мире, и это было великолепно. Да, на горе никогда не поздравляем друг друга на высоте. Важно спуститься, потому что то, что ты дошел до вершины, еще не означает, что ты оттуда благополучно спустишься. С горой поздравляют всегда уже внизу. То встречала подружка, она мне испекла торт со свечками 8163, прямо в аэропорту меня встречала, было безумно приятно. И она мне притягивает этот торт, говорит, загадывай желание. И я на нее смотрю, ты же понимаешь, что там следующая вершина? Ребята, всем привет! Вы на канале Альпиндустрия. Сегодня у меня в гостях Даша. Она покорила восьмитысячник. Он находится в Непале. Это гора Манаслу. Она высотой 8163 метра. Даша не профессиональный альпинист, но очень любит горы и готова сегодня с нами поделиться о том, как проходило восхождение, как проходила подготовка. Даша, привет! Расскажи, пожалуйста, как ты начала свою горную карьеру, как ты влюбилась в горы, и немножко расскажи о себе, кем ты работаешь, что ты делаешь в этой жизни. Я работаю в детской хореографической студии. Управляющая. Я не профессиональный спортсмен. Любовь к горам, она у меня, конечно, откуда-то из глубокого детства. Походы, какие-то прогулки, много-много гулять, вот это все оттуда. А любовь к большим горам появилась у меня, наверное, году в 2019, когда я впервые поехала в Непал. И Непал — это, конечно, настолько сказочная страна. Ты когда видишь эти снежные пики белые, и это все настолько гигантских каких-то масштабов и размеров, настолько проникаешься и впечатляешься, я тогда поняла, что мне нужно еще выше, еще дальше, и я хочу посмотреть, что же там на самых вершинах. И вот с 2019 года я начала заниматься альпинизмом, стала ездить на различные сборы. Сейчас у меня есть 3-й разряд, то есть я не супер какой там техничный спортсмен, да, у меня нету там каких-то там званий, но я это делаю из любви к тому, что я вижу, к тем ощущениям, которые я получаю в горах. Соответственно, вот где-то уже, получается, 5 лет я и горы очень много времени моей жизни занимает. А расскажи, пожалуйста, историю про Непал. Я знаю, что ты не один раз там была. Почему ты именно выбрала непальские горы, непальские восьмитысячники? На самом деле, поехать в Непал хотелось, потому что хотелось увидеть большие горы. Я до этого видела там Кавказ, видела Урал, видела там Красноярские столбы. Вот что-то такое красивое, но недостаточно масштабное, на мой взгляд. Просто так совпало, что в 2019 году у меня отпуск выпал вне сезон, и, соответственно, моя семья, мои друзья не могли поехать со мной, и нужно было выбрать, куда же поехать одной, поскольку я не люблю пляжный отдых, просто не понимаю, как можно лежать и чилить, ничего не делать, ну, там, книжку почитал 2 часа, а дальше что? Мне нужно было что-то активное, и я подумала, а почему нет? Пора. И выбрала трек вокруг Аннапурны. И первый раз тогда поехала вот в Непал, и все, это любовь с первого взгляда. А расскажи, в каких горах ты еще была, какие восхождения делала перед тем, как подняться на восьмитысячник? Конечно, Эльбрус, Казбек, Белуха, небольшие вершины на Кавказе, скальные маршруты в Крыму, пик Ленина. То есть, безусловно, подготовка была, потому что встать с дивана и пойти на Манаслу, ну, это не есть правильно. Даже если кто-то хочет так сделать, не стоит. Даша, а есть у тебя какой-нибудь кумир или спортсмен, за которым ты следишь и о котором ты интересуешься, который тебя вдохновляет на восхождение? Я не могу, наверное, сказать какого-то конкретного персонажа. То есть просто когда попадаются какие-то интересные статьи о первопроходах, о сложных каких-то технических маршрутах, о новых высотных восхождениях, безусловно, я читаю, мне это интересно, я подписана там в Телеграме на различные паблики. Безусловно, когда НИМС, да, сделал это великое открытие, я смотрела фильм, я читала книгу взахлёб просто за несколько часов, потому что это было вау, да, но уже буквально тут несколько лет прошло, и достижения НИМСа уже не кажутся такими прям достижениями, потому что альпинизм высотный, он вообще развивается какими-то 7-мильными шагами, да, конечно, там кто-то читерит, да, там всякие заброски на вертолетах, еще что-то происходит, возможно, это не супер какой-то спортивный альпинизм, но открытий очень много, то есть то, что сейчас происходит в мире высотного альпинизма, это очень круто. Та же Алина Пекова, что она делает вообще, как она в том году такая умничка, кто бы что ни говорил, да, что там
все куплено, проплачено, ее там завели, затащили. Она молодец, потому что просто взять и зайти не получится, даже если у тебя есть деньги. Это сила воли, это характер, это тренированность, это никакой обязательно опыт, потому что я знаю, что Алина тоже занималась, проходила какие-то курсы дополнительно, да, прежде чем поехать в такие большие горы. Так что... А можешь рассказать, почему именно Манаслу, а не любой другой восьмитысячник? Почему именно такая любовь именно к этой горе? В 2019 году, когда я поехала на трек Анапурны, наверное, это был 3-й день активной программы трека. Мы вышли из леса, и за поворотом появилась она. Это вот первая 8, которую я увидела. Это настолько был какой-то вот парализующий мой взгляд на нее. Я встала и стояла как вкопанная. Я шла впереди всей группы, у нас была достаточно большая команда, там человек, наверное, 30 нашло. Растянулись по тропе. И я вот шла первая, я вышла, и меня обогнали абсолютно все. Я стояла и не могла оторвать взгляд, вот просто не могла пошевелиться. Я стою и понимаю, я хочу на эту вершину. То есть люди, которые там хотят там, что-то классное в своей жизни сделать, что-то там новое, какое-то открытие. Я не хочу. Я хочу идти туда, куда меня тянет сердце, куда меня зовет душа. Вот я увидела и поняла, я хочу на эту вершину. Вот ровно тогда и ровно через 4 года эта мечта сбылась. Она красивая, она же правда красивая. То есть, да, могут там кто-то сказать, что это там один из самых, доступных, если это вообще можно применить к большим горам, да, слово. Возможно, да, но мне не нужно, чтобы это было сложно, это было тяжело. Вот просто я посмотрела, увидела, мне нравится, как она выглядит. И Манаслу — это же гора духов вообще, то есть у нее какой-то вот еще атмосфера своя особенная. Поэтому вот я увидела, влюбилась, захотела, пошла. А как ты готовилась? Насколько долго ты готовилась? Некоторые люди годами готовятся к этому. Вот, то есть я 4 года, я мечтала об этом, да, то есть не было такого, что я там планомерно откладывала энную сумму денег и думала, что пойду тогда-то. Скажем так, на прошлый день рождения, это был май месяц, мне мой дорогой любимый брат подарил достаточно крупную сумму денег в шкатулке. Сначала лежала картинка Манаслу в шкатулке, я ее достала, и написано «Сестрички на мечту». Это было настолько мило и трогательно, я так рыдала, я поняла, что у меня есть основная сумма, да, чтобы пойти. То есть, по сути, это был конец мая, а в сентябре уже восхождение. Это очень мало для того, чтобы подготовиться к восьмитысячнику, но мне плюсом то, что я в течение года все равно езжу на сборы, то, что я все лето провожу на Эльбрусе, да, постоянно, то есть у меня проходит несколько восхождений, физическая форма у меня всегда есть. Это хорошо. Остается вопрос с необходимой экипировкой. Морально-волевые качества у меня всегда при себе. По сути, вот, все сложилось. Нужна была подготовка, экипировка, финансовая составляющая и моральная готовность. По сути, когда у меня этот пазл сложился в прошлом мае, я поняла, что сейчас или никогда. Потом в течение лета были откаты, когда я думала, боже, это же... А если нет? А если я не смогу? А это же такая, большая финансовая затрата. Плюс это мое рабочее время, да, поскольку я работаю в хореографической студии, у нас это начало сезона, сентябрь, новый учебный год. А как там работодатель на это отреагирует? Могу ли я себе позволить? Начало учебного года, у меня дочка в школу идет. То есть столько всего. И я на себе эту ответственность накладывала и накручивала постоянно. Но все мои близкие меня поддерживали, говорили, что надо. Не получится, значит, не получится. Главное попробовать, да. Ты же никогда не узнаешь, да или нет, если ты будешь сидеть на месте и ничего не будешь делать. Соответственно, вот из таких шагов, коротеньких, буквально, получается, вот за 3 месяца вся подготовка моя и прошла. Расскажи, а как ты в физическом плане готовилась? Какие-то упражнения делала? Или как ты подготавливалась морально к этому? Либо кто-то помогал? Если говорить физически, то должна быть отличная физическая форма, это раз, и обязательно должен быть опыт восхождений на 5, 6, 7, да, то есть на вершины высокие, но ниже 8000, потому что там, допустим, зайти на один Эльбрус и поехать на 8000, кто-то так делает, но, по-моему, это очень лихо и немножечко глупо, потому что ты не знаешь, как ведет себя организм, потому что высота, я когда ездила на пик Ленина, и мы шли там во 2-й лагерь, который на 5 с копейками, а потом из 2-го в 3-й, который на 6100. И это такая колоссальная разница. 5500 и 6100, там вроде 500 метров. Но организм себя ощущает совсем по-другому. Тебе намного тяжелее физически, морально просто дойти уже выше. Соответственно, обязательно опыт какой-то должен быть высотный
ну, 7 тысяч, мне кажется, обязательно. Тоже там какой-нибудь Пик Ленина, Хантенгри, Аконкагуа, та же 7, да, то есть какие-то 7 тысяч. Тебе нужно понять, как организм себя будет вести, потому что потом, когда ты понимаешь, как себя организм на какой высоте ведет, ты можешь понимать, хорошо ему сейчас, плохо или окей, с этим можно работать, что-то можно с этим сделать. Мне опыт Пика Ленина очень помог на монослу, потому что я на монослу заболела дважды, и то, что я на Пике Ленина пила антибиотики и болела во время восхождения, и знала, как мой организм на лекарства, да, будет реагировать на такой высоте. И мне это помогло не бояться и понять, что я сейчас это сделаю, и у меня будет шанс зайти. То есть не осечься. Так что физическая подготовка, обязательно хорошая физуха, обязательно опыт восхождений на вершины поменьше. Все, это, наверное, по подготовке самое главное, потому что купить хорошую снарягу, немного времени надо, да, хорошая экипа, это не так сложно. Я в зале не тренируюсь, у меня это бег, плавание, и ничто не подготовит тебя к горе лучше, чем ходить в гору. Как бы глупо это ни звучало, соответственно, мои 3 месяца летние на Эльбрусе, они мне очень этому поспособствовали. То есть я была уверена в своих силах, потому что все 3 месяца я шагала в гору вверх-вниз, вверх-вниз. У кого нет возможности там сезон тренироваться на горе, можно тренироваться в черте города, выезжать на выходные там на какие-нибудь холмистые возвышенности с рюкзачком гулять, те же ступеньки в многоэтажке, да, понятно, что это немножечко будет отличаться от реальности, но хотя бы так, что есть. А расскажи про питание. Какие-то диеты, может быть, что-то ты специально ела, может быть, чего-то не ела. Расскажи про питание, вот как питание влияет на подготовку. Можно есть все, что требует твой организм. Я вообще не приверженец абсолютно никаких диет. Безусловно, не стоит лопать в Макдональдсе пачками кучу всего. Хотя нет, иногда, если ты заслужила, тебе очень хочется, после тренировки какой-нибудь хорошей, почему нет? Я себя ни в чем не ограничиваю, ни в чем не отказываю. То есть у меня нет какого-то там супер сбалансированного питания, обычное питание обычного человека, который работает 5 через 2 и не раскладывает там по контейнерам себе КБЖУ. Я вот такой ерундой не занимаюсь. Хотя, возможно, кто-то так делает, и, возможно, это дает какой-то дополнительный профит, да, как-то быстрее организм там адаптируется к высоте, возможно. Я так не делала. Я кушала абсолютно все, и в сладеньком себе не отказывала, и не знаю. Мне кажется, надо... Чем больше ты себя ограничиваешь, тем менее счастливую жизнь ты живешь. Возможно, кто-то не согласится, но... Я думаю, что так. А вот когда ты подготавливалась к восхождению, у тебя были какие-то страхи или, может быть, все было по фану и было весело, и ты вот знала, что сейчас наконец-то сбудется твоя мечта, либо хотя бы попытка будет, чтобы эта мечта сбылась? Вот, наверное, у меня было по фану это. У меня было вот ощущение, то есть когда я поняла, вот день рождения, я понимаю, что я иду, и я сделаю это в этом году, у меня вся моя жизнь крутилась в подготовке. Даже не в подготовке, а крутилась вокруг мысли о том, что я это сделаю, что мне дали шанс попробовать осуществить свою мечту. Все. Я вообще не тревожилась. Вот были какие-то там местами маленькие откаты по поводу того, что зайду, не зайду, а что если? Но они вот как-то редко так вкрадывались в сознание и сразу улетучивались. То есть все остальное время я думала о том, как мне будет здорово, как я пройду этот путь, как мне там будет интересно, новый рельеф, там, новый регион, а какая будет команда, как я себя буду чувствовать. То есть мне вот хотелось поскорее испытать вообще все эти чувства, ощущения. У меня не было такого, что я переживаю и думаю, боже, может, зря я приняла это решение, нужно отказаться от этой затеи. Вот такого не было точно. А у тебя был какой-то тренер или друзья, которые тебе помогали? Нельзя же просто так взять и пойти на 8 тысяч. У меня есть, конечно же, знакомые гиды. Есть моя дорогая Вика Клименко, да, она мастер спорта по альпинизму. Она мой горный наставник. Очень горжусь с ней взаимодействием, нашей дружбы. Конечно же, я у нее тоже спрашивала, уточняла какие-то моменты, потому что у нее в опыте были 7- и 8-тысячники, сложные технические экспедиции, и на моносло она была. Вообще, она на самом деле сказала, что Даш, ты можешь пойти без кислорода, ты точно зайдешь. Это как я? Нет. Вообще, на самом деле, мысль попробовать мелькала несколько раз в моем сознании. Могу, не могу. Но на этот раз, вот именно в этом восхождении, все-таки была цель зайти. Я хотела именно вершину. То есть, потому что, да, отсутствие кислорода, шансы на восхождение, значительно уменьшает. Даже если ты готов, даже если у тебя там физическая хорошая подготовка, есть генетическая предрасположенность к высоте,
но все равно шанс чуть ниже, а мне хотелось именно зайти. Возможно, когда-нибудь я еще раз попробую и пойду без кислорода. Возможно, на какую-то другую 8 я захочу попробовать зайти без кислорода, но не в этот раз. То есть в этот раз хотелось именно достичь вершины. Такая была цель. Ну, то есть она больше помогала тебе именно в моральном плане, да, а не в физическом, там, какие тренировки или еще что-то. Да, скорее она меня больше настраивала именно эмоционально, потому что, по сути, вся физическая подготовка, она у меня и так была. Я не начинала ее с нуля, там не говорила, что я через год планирую зайти, что мне этот год делать. Во-первых, у меня не было такого большого пула времени, во-вторых, она и так знала, что я себя поддерживаю в физической форме, и опять же на том же Эльбрусе все лет провожу. Там было больше вот именно моральный настрой, мотивация, поддержка, за что я очень благодарна, потому что иногда все-таки я в себя верю, но сомнения проскальзывают, как сейчас это модно говорить, есть у человека сейчас синдром самозванца, да, когда ты кажется, что типа я не на своем месте, занимаюсь не своим делом, это не мое вообще. Ты кто такая девочка? На 8 тысяч собралась идти вообще? А ты брала тур или ты сама как-то нанимала там всех этих людей, кто и как-то планировала? Или это было коммерческое восхождение, ну вот как обычный тур, можно вот так сказать? Я брала пакетный тур, соответственно, на восхождение, то есть это было коммерческое восхождение, я брала пакет стандартный на восхождение, то есть туда было включено сопровождение до базового лагеря, да, мы треком шли в самом базовом лагере, и восхождение с шерпой, то есть с высотным гидом местным, который сопровождал себя именно в ночь штурма. Все остальное, то, что касается там покупки снаряжения, покупки билетов, как я добиралась до Катманду, это все самостоятельно. Для меня это тоже не составляет никакого труда. Действительно, господи, дайте мне, пожалуйста, золотую карточку Орла и Решки, и все. И я поехала колесить в кругосветку. То есть это труда не составляет. Мне это, наоборот, по-моему, удовольствие, какой-то кайф дополнительно ты испытываешь, когда сейчас я сяду, погуглю классные билетики, чтобы там стыковки какие-нибудь классные были, удобные. Это вообще не проблема для меня. Расскажи, как добиралась? Сама или с помощью кого-то? Туда я летела с одним баулом, возвращалась уже с 2, потому что у меня были не все высотные вещи, вот высотные ботинки, комбинезон, еще какая-то мелочь, я уже докупала в Катманду, и, соответственно, туда я летела всего с 1 баулом и с штурмовым рюкзаком, впихивала ногами, честно, вот прям садилась сверху и помогала себе, потому что молнии не сходились. Но я очень тщательно подходила к упаковке багажа, потому что я понимала, что если я наберу с собой кучу лишних вещей, во-первых, мне их потом тащить, да, там, конечно, есть портеры, но портеры тоже несут на себе только часть вещей. Если ты наберешь слишком много, никто за тебя это не потащит. Поэтому я составила списочки, у меня там все по пунктам было расписано, там блоки, вот моя косметичка, вот моя аптечка, вот мой досуг. Все разложила и собрала. То есть в одном бауле я с 1 баулом и с 1 рюкзаком я добиралась туда, обратно я уже с 2 баулами. Несмотря на то, что выгляжу достаточно вроде бы хрупко, девочка сильная, и закинула себя рюкзак спереди, как кенгурушка с ребенком, сзади баул с лямками. Главное, чтобы баул был с лямками. Это вам лайфхак, да, покупайте обязательно такие баулы, потому что баул просто с ручкой, вам будет его неудобно тащить, а так с лямками закинул, как большой-большой рюкзак, и поволок. Смешная ситуация с багажом. По прилету в Катманду мой багаж потеряли. Само собой. На самом деле в азиатских странах это часто происходит. У меня была пересадка в Шарже достаточно длительная, 7 часов. И на самом деле всю дорогу, пока я ехала, я молилась о том, что с багажом ничего не произошло, потому что альпинистское снаряжение сейчас стоит, как крыло от Боинга, да, будем честны. И там была большая часть снаряжения, которая мне потребуется. И я понимала, что если с багажом что-то случится, экспедиция, до свидания. У меня нет возможности все это заново докупить, и времени нет это сделать, потому что на следующий день после прилета мы улетали. И вот я стою в этом аэропорту, когда весь самолет все получил, уже получили весь негабаритный багаж, все уже там какие-то плазмы, бревна, экраны, все выехало, и стою я одна, и вещей моих нет, и скупая слеза бежит по моему лицу. В итоге мой багаж нашли, его почему-то по прилету отсортировали на внутренней ленте, которая еще не в зал выходит к пассажирам, а у них там внутри проходит, она отсортировалась куда-то в другое место и вообще не выехала в зал, потому что во все ленты я сходила, посмотрела. В общем, 3 часа в аэропорту, мой багаж при мне, и я счастливая о том, что я все-таки иду на гору, поехала в гостиницу. Вот ты прилетела в Катманду. Расскажи,
Что там делала, куда заселилась? Вообще, это же интересно. Вот ты прилетела в Катманду, и что вы делали? Ты мне еще говорила, что тебе нужно было купить какое-то снаряжение именно в Катманду. В Тамиле это туристический район Катманду, самый популярный, его знают абсолютно все трекеры, альпинисты, восходители, все, кто приезжают. Это супер-супер колоритное, шумное место, там нужно побывать вообще обязательно, мне кажется. Да, мы жили в небольшой гостинице «Карма» в центре Тамиля, вообще прекрасное местечко, тихое, на узенькой маленькой улочке, на 3-й этаж с тем же баулом, по узкой маленькой лестнице. Все прекрасно. Был чудесный номер с большой кроватью, специально, чтобы отдохнуть, выспаться, потому что такие лакшери условия в ближайший месяц не предвиделись. Расскажи о команде, с которой ты сходила наверх, потому что это же тоже очень важно. Что за люди тебя окружают, какие у них мысли? Это были спортсмены или просто трекеры, или такие же обычные люди? У нас, на самом деле, была безумно классная команда, то есть из команды я знала нашего главного гида Читура Таманга, да, соответственно, потому что я с ним обсуждала это путешествие в целом, все. Остальную часть команды я не знала, я понятия не имела, кто прилетит. Изначально мне анонсировали, что я буду одна девочка в команде, одна девочка и 3 парня, и я такая, да. Ну, быть девочкой всегда приятно, особенно на горе. Все равно к тебе как-то с некоторым вот таким, не знаю, не с снисхождением, но с какой-то долей заботы дополнительной относятся. Это приятно. Я знаю, что я все могу сама, но когда к тебе так относятся, это всегда приятно. Особенно, когда условия снег, лед, сугробы, холод, а ты девочка. Это мило. По прилету в Катманду я в аэропорту сразу познакомилась с участницей, с Наташей. Соответственно, у нас было 2 девочки в команде, мы до этого не были знакомы, как-то очень быстро, буквально вот пока ехали до Тамиля в таксишке, нашли общий язык, какие-то общие темы, заболтали, заговорились, было комфортно. Заселились в гостиницу, пошли завтракать, после завтрака пошли докупать необходимое снаряжение и случайно на улице встретили оставшуюся часть команды. У нас, получается, было еще 3 парня, 2 шли до вершины и 1 шел в трек до базового лагеря, то есть нас всего было 5 человек. На треке и 4 на восхождение, на штурм. Команда была супер классная. Вот вообще буквально с первых минут у нас как-то вот сложился вообще классный союз, симбиоз. Мы в первый вечер очень классно посидели в кафешке, познакомились поближе, да, потому что жить вместе, жить в одних палатках и вместе поддерживать друг друга, это было важно, чтобы, да, был какой-то коннект. Из команды, я считаю, безумно нам повезло, было прям супер-супер круто. Команда очень разношерстная, то есть у нас там был парень, который спортсмен, который бегает марафоны, бегает за беги вокруг Эльбруса, там просто супер-супер весь спортик, Андрюха, и был парень Коля, ну, он тоже у него, то есть у всех был бэкграунд восхождений, в команде не было абсолютно левых людей, как ты сказал, мажоров, которые, я хочу на Манаслу, заведите меня, таких, слава богу, не было, то есть все были с опытом восхождений, с альпинистским опытом, с опытом сборов, да, то есть все могли пристегнуться к перилам, боже, об этом еще, я думаю, поговорим обязательно. Поэтому вот не было сторонних людей, не было людей, которые ставили себя выше других, сразу вот какой-то командный дух сложился. Очень круто у нас совпадали музыкальные вкусы, желание вкусно покушать, пожалуйста, в течение всей программы. В общем, мы очень круто проводили вместе время, я считаю, что с командой повезло, и это, наверное, какой-то определенный процент в успех восхождения тоже внесло, потому что если нету психологической какой-то поддержки, или тебе даже не поддержки, даже тебе просто некомфортно в той среде, в которой ты находишься, все твои проблемы как будто кратно увеличиваются в твоей голове, и напряжение, да, какое-то волнение дополнительное, а тут было прям вот вообще идеально, я считаю. Команда сложилась прям от боженьки. Не всегда так бывает, к сожалению. И, кстати, вот, наверное, это касается еще больших команд, да, ну, соответственно, чем больше, тем разношерстней публика, да, те же восхождения на тот же Эльбрус, да, когда группы 15, 20, 30 человек, во-первых, ни гид не может уделить тебе внимание вообще каждому при таком количестве, и настолько разношерстная получается публика, что между собой не сконнектится, то есть какие-то конфликты, да, какие-то недопонимания, они в любом случае возникнут. В маленькой компании они тоже возникают, но решить их намного проще. Поэтому вот, наверное, камерные какие-то восхождения, небольшие группы, мне кажется, это вот идеальный вариант, чтобы было комфортно и, наверное, успешно.
Расскажи, какие документы нужны, как визу получить, как пермит получить, как страховку, что за страховка нужна, как ты это все получала или тебе это все организовывали? Значит, что касается поездки в Непал. Для российских граждан, соответственно, нам нужен только действующий загранпаспорт, 6 месяцев, чтобы он с момента окончания поездки еще действовал. И виза. Визу мы получаем по прилету непосредственно в аэропорту. Виза тоже есть на разный срок, там на 14, 30 и, по-моему, 90 там, дней, что-то в таком разбросе. Мы брали визу на 90 дней, потому что на 30 мы могли не уложиться, у нас срок экспедиции был 32 дня, но мало ли плюс-минус что-то, да, могло пойти не так, и лучше было брать запасы, мы брали вот на 90 дней, стоило оно что-то порядка, там, по-моему, $60, что-то такое. Оформляется в аэропорту, ничего с собой там тащить не нужно, фотографию, все, заполняется в специальных автоматах, быстро, удобно, практично. Пермиты мы получали через команду, которая нам, соответственно, организовывала наше восхождение. Просто мы заранее, опять же, направляли сканы документов. Обязательно нужно отправлять паспорт, страховку, билеты на самолет туда-обратно, чтобы были, да, то есть это все нужно для оформления пермита. Страховка. Нужно ее делать обязательно заранее. Страховка — это, на самом деле, достаточно дорогостоящее удовольствие, потому что страхователи не дураки и понимают, что если ты идешь на высоту 8000 метров, твой шанс умереть велик. Ну, наверное, они так рассуждают, когда делают страховки по 50 000 рублей. То есть страховка должна действовать в течение всего периода вашего восхождения, то есть с того момента, как вы прилетели в Непал, и до того момента, как самолет увозит вас обратно, мало ли что, потому что даже в том же Катманду, не дай бог, что-то может случиться после восхождения, сил нет, эмоции тоже все уже утихли, угасли, мало ли что. Страховка стоила порядка вот 50 000 рублей, наверное, на 35 дней она была. Да, то есть это не дешевое удовольствие. Да, но когда ты идешь на 8 000, ты понимаешь, что на самом деле 50 000 — это ничто по сравнению с общим объемом трат на восхождение, это так уже. А наш главный гид и представитель нашей команды, у нас это был Андрей, он был заместитель гида. Обязательно кто-то от команды восходителей должен пойти вместе с гидом, да, то есть кто-то быть не местный, и он будет как бы номинально его замещать. И выдают, соответственно, все документы прямо вот в правительстве туризма Непала. На всю команду эту документацию выдают. Все документы хранятся у гидов, никто с ними не ходит, на руки их не дают. Вот карточка трекера — это немножко другая история. Да, это такая маленькая, удобненькая, в кармашек положил в мембранку и пошел. Там немножко другие документы, там целая папочка, и с этой папочкой главный гид, соответственно, с нами на треке до базового лагеря проходил и все это за нас показывал. Мы ничего не делали. А расскажи про снаряжение, которое ты купила в Непале, потому что все знают, что там очень много подделок, и все-таки от снаряжения зависит твоя жизнь, и тебе именно нужно то снаряжение, которое надежное, которое не подведет тебя ни на одной высоте. А вот расскажи о своем снаряжении, которое ты купила, которым ты пользовалась, с которым восходила. Ну, это на самом деле очень классный и здравый подход, покупать вещи качественные, да, фирменные, несмотря на то, что они, да, стоят выше, чем какие-то аналоги, ты действительно можешь им доверять, потому что экипировка, правильно подобранная экипировка на большой высоте имеет колоссальное значение, да, опять же, там, господи, пух какого-то там низкого качества, и ты в первую же ночь замерзаешь в палатке, не дай бог, там застудил почки, еще что-нибудь, все, до свидания, экспедиция не состоялась. Там те же кошки, чтобы они на тебе не развалились во время восхождения. То есть все лучше брать качественное, хорошее. В целом, в среднем ценовом сегменте очень много классных компаний сейчас тоже делают. Не обязательно брать там North Face, да, и впереди планеты всей с этой эмблемой бежать. Есть достаточно много классных компаний, которые более-менее, ну, бюджетно, наверное, нельзя сказать, но за нормальную стоимость можно приобрести. В Катманду есть очень много магазинов, конечно же, большинство из них фейковые, да, то есть это то, что отшивается буквально там в Китае, а то и не в Китае, а у них же в подвале в том же Тамиле. Магазинчиков тьма. Если вы идете на трек, в целом вам такой одежды достаточно. Не нужно тратить много денег, выглядит она также кайфово, там даже те же самые крутые знаменитые эмблемки на вас наклеят. Будете чувствовать себя на высоте.
Но есть и фирменные магазины, да, то есть прям брендовые, куда можно прийти и одеться. Есть местные бренды, там Everest Outfit, есть те же там North Face, Marmot, Millet, то есть есть известные марки мировые, альпинистские, где можно приобрести снаряжение. Конечно, оно будет стоить дороже, чем подделка, что логично, но подобрать все это можно. Касательно размеров, там выбор хороший, потому что, ну, Непал, по сути, зарабатывает на туризме весь доход, да, все крутится вокруг гор, которые у них есть, соответственно, трекеры и восходители — это их основной доход, их заработок на тех же пермитах, которые стоят много денежек, на тех же сервисных услугах, которых они оказывают альпинистам, соответственно, портеры, шерпы, кухня и так далее. И продажа снаряжения в том числе, мне кажется, тоже входит вот в их основной доход экономики. Поэтому разнообразие есть, подобрать вещи можно. Я не переживала, что моего размера не будет, поскольку у меня был в Катманду всего один день. Я понимала, что за один день я должна вот докупить. Мне не хватало самое главное — это вот комбинезона и высотных ботинок, потому что в России сейчас, к сожалению, очень мало поставок. То есть, да, что есть, то не факт, что твоего размера, и разнообразия очень мало. То есть фирмы приводят не все. Там я знала, что это обязательно найду, и вот за один день успела все докупить. Можно торговаться даже в официальных магазинах. Обязательно этим пользуйтесь. Торт, как и торг, всегда уместен. То есть можно поторговаться, несколько сотен баксов скинуть, особенно если вы закупаете дорогое снаряжение, если берете комплекс на что-то на себя, обязательно вам продавцы пойдут навстречу, и вы получите просто там классное удовольствие от этого шопинга. Не знаю, мне кажется, ни один шопинг в мире мне не доставляет такого удовольствия, как шопинг аутдор вещей. Я могу ходить 5 лет в одном платье и вообще не напрягаться на все там вечеринки, мероприятия, но, пожалуйста, пусть у меня будет 3 флисочки, 5 перчаточек и 4 бафика. Но мне кажется, это тоже фетиш у всех, кто занимается вообще любым видом аутдора на шмотки, и это нормально. То есть это основной и любимый вид шопинга. Что купила? Купила комбез. Комбез мармотовский. Вообще изначально думала, что хочу North Face, хотя, да простят меня все любители North Face, фирму эту не люблю, не знаю почему. Наверное, потому что она слишком распиаренная какая-то, потому что в ней ходит. У нее же есть еще и городская линейка, не только для аутдора, и все в ней ходят. И как-то немножечко это, не раздражает, не знаю, не придает любви, что ли, к этой марке. Мерила North Face, мерила Arab, мерила что-то еще, не помню, что-то местное, непальское. И вот Marmot, у меня просто страсть к этому бренду, я его нежно люблю, не знаю, мне нравится, как они отшивают, мне нравится их лекало, как они сидят, как они носятся. Я его померила, он был чуть выше, чем я рассчитывала, чуть дороже он стоил, чем был запланирован мой бюджет, но в чем плюс? У него помимо самого комбеза еще есть внутренняя пуховка, то есть ты как бы покупаешь еще и дополнительную пуховку. Понятно, что в одной этой пуховке она не настолько толстая, ты прям на гору, на вершину в ней не пойдешь, но опять же в том же лагере погулять вполне комфортно, либо в спальник в ней залезть. Я такая думаю, была не была, беру. Вот я просто мерила до этого там 3 других комбеза от это дело, и я вот чувствую, я хочу быть этим миньоном. Здесь желтенькое, здесь синенькое, все классно, еще эти подтяжки внутри. Вот прям, не знаю, я вышла, и я вот такой вот улыбкой, вот так обнимая этот огромный мешок, выходила на улицу, и это было такое счастье. Я прям вот, ребята, которые были со мной в команде, не дадут соврать, они, кстати, помогали торговаться, потому что у меня, к сожалению, нет к этому никаких талантов и склонностей. Они мне сторговали там приличную сумму денег, сэкономили, и вместе со мной покупали и видели весь этот щенячий восторг вообще. С ботинками тоже было забавно. Ботинки я мерила в нескольких магазинах, и, по-моему, где-то были подделки, потому что сидели все по-разному. Вот, соответственно, в итоге намерили те, которые я хотела, спортивные Олимпусы, вообще, одни из, наверное, самых таких техничных, современных, трехслойные ботинки, в которых ты понимаешь, что твоим ногам ничего не будет. Если будет, наверное, это проблема в тебе, а не в ботинках. Если уж на то пошло, тоже ботиночки, конечно, очень хотелось. У меня есть даже рилс, я потом снимала, где я обычно этот рилс снимали, где девочки в платьишках, типа, у меня есть платьишко, у меня есть туфельки, и я принцесса, а у меня то же самое, только у меня есть комбинезон, высотные боты, и я тоже чувствую себя принцессой. Каждому свое. По мелочи там какие-то
мармотовские перчатки себе купила, верхонки. Господи, они шли прям вот к этому комбезу такого же цвета, желто-синего. Я такая думаю, ну зачем? У меня есть верхонки классные, БВНовские, я в них уже несколько лет хожу, и зачем мне что-то другое? Но девочки же девочки, и женские слабости надо прощать, они же подходили к этому комбинезону, пришлось их тоже купить. А так, по мелочи, ну, какие-то там дополнительный фонарик, бутылочку для питья, которую я потом кратно дважды профукала на маршруте. Ну, так, как-то так. То есть самое основное у меня было комбез, ботинки. Вот уже когда мы остановились на последнем магазине, я, наверное, померила вот 3 размера, надела этот, потом подумала, нет, наверное, надо еще до и после взяла, соответственно, всегда надо сравнивать. Вообще обувь, мне кажется, на горе, как в любом походе, это одно из самых-самых таких важных вообще элементов экипировки, потому что там тот же, там, если холодно, можно утеплиться, а с ботинками ты уже ничего не сделаешь. Главное, чтобы они тебе не жали, не давили, не терли, да, обязательно не забываем про запас в 1,5 сантиметра, чтобы у вас был больше вашего размера, потому что на спуске, чтобы не сбить себе пальцы, и потом с черными ногтями не ходить, как я хожу иногда. Вот, соответственно, боты прям я, ну, наверное, полчаса, вот и я взад-назад по магазину ходила, вот чтобы мне было комфортно. Мерить обязательно с носком, с которым вы пойдете, да, причем пойдете на штурм, потому что носки — это вообще отдельная история для экспедиций, всегда их должно быть много пар, есть какие-то трекинговые, есть там шерстяные для сна, есть более теплые. У меня на сам штурм вообще, на штурм всегда должны быть одни носки, которые вы не одеваете всю экспедицию. Они только для штурма. Это просто супер носки. У меня такие были, Larpen Expedition. Тоже стоит как крыло от Боинга. Я считаю, что носки за 7 тысяч рублей — это что-то из мира фантастики. Но такие носки у меня были. Вот они, я на них и мерила, и понимала, что на штурм я пойду в этом. Мне окей, мне хорошо, мне комфортно. Вот из 3 я выбрала нужный размер, и, соответственно, в них их купила, в них и пошла. Важно было приобрести, я их купила и была, соответственно, целиком готова уже отправляться в путь на следующее утро в экспедицию. Закончился день, да, первый вы купили снаряжением. Как второй у вас проходит? Вы выдвигаетесь куда-то к базовому лагерю, либо на какую-то высоту? Как вы выезжаете из Катманду, ну, в сторону Манаслу? Значит, первый день мы выезжали, наверное, где-то в 8 утра, это не прям уж так уж рано. Ночь была бессонной, мне поспать вообще не удалось, я очень волновалась, очень. Я так этому... Вот, когда пришел тот трепет и волнение, и переживание, когда уже ты понимаешь, что все, ты уже здесь, ты полностью собран, готов, и завтра начнется вот это вот движение к твоей цели, к твоей мечте, и вот какие-то мысли крутились всю ночь в голове, выспаться не удалось, о чем мы потом очень сильно пожалели, потому что хорошие кровати под кондиционером, ну, такое нам вот через 3,5 недели только удалось увидеть. Мы выезжали 8 часов, выезжали мы у нас был свой микроавтобус, который мы, соответственно, загрузили баулами, там доверху были крепежи, да, потом мы загрузили сзади полностью багажник, всей командой погрузились и ехали до Биси-Сахара. Ехали мы, наверное, ну, с остановками, там плюс-минус около 8,5 часов, приехали с квадратными попами, потому что непальские дороги — это вообще отдельный вид искусства. Мне кажется, даже наши российские дороги вообще, по-моему, идеальные, кто бы что про них не говорил, потому что там не кочка на кочке, там просто вот нет ровной поверхности, и дороги идут часто под какими-то там обрывами, обвалами, постоянные пробки, все гудят, сигналят. Между городами у них еще есть такая манера разрисовывать грузовики, обвешивать их какими-то флажочками, ленточками, кисточками, статуями Будды. В общем, все это на самом деле очень интересно, когда ты едешь со стороны, наблюдать этот колорит. Это прям, ну, чем еще себя занимать 8,5 часов? Конечно, ты пытаешься там поспать, но это не очень комфортно и не очень удобно, и когда твоя попа постоянно подпрыгивает. Вот, ну, так что где-то мы, да, за 8,5 часов до Биси-Сахара добрались. Заселились в наш первый гестхаус, да, на треке мы везде жили в лоджах, в гестах. Там было безумно влажно, потому что Биси-Сахара — это уже все, это линия тропиков, тропические леса, высокая влажность, жара, ничего там не спасает, уже там, конечно, нет никаких кондиционеров, ничего, есть как вот в этих фильмах, когда про Африку, там, знаешь, пропеллер такой крутится и разгоняет воздух, конечно, от него толку вообще очень-очень мало. Было некомфортно. Вот мы приехали, поужинали, поспали, и на следующее утро опять уже все. Поехали в следующую точку. В день второй мы уже заезжаем в национальный парк, едем до деревеньки Дарапани, едем на джипах. Ну, дорога, я думаю, что это там порядка 4-5 часов занимает.
Дорога еще хуже, чем предыдущие дни, там хотя бы типа был хайвей, когда есть встречное движение, 2 полосы, здесь полоса одна, и как разъезжаться, ну, вообще одному богу известно, как местные водители это делают, просто над пропастью, вот, притираясь к скале одной стороной, другой стороной к другой машине встречной. Страшненько, прям чувствуется внутренний жим-жим, я просто закрывала глаза и думала о том, что все будет хорошо. Соответственно, вот мы приехали, небольшой прям был переезд в Дарапани, и уже от Дарапани у нас начинался дальше трек, то есть все, мы оставили цивилизацию, машины, транспорт, дальше только ножками, только своими силами, только пешком. У нас была очень плохая погода весь трек, и мы Манаслу увидели только в базовом лагере, то есть весь трек мы не видели нашу цель. И знаешь, вот у меня даже, наверное, эта эмоция сработала не когда мы вышли на поворот, а в тот день, когда мы вышли из гестхауса, вот стали вот на полянке перед ним, все, у нас, значит, основные вещи тяжелые, да, все баулы у нас унесли портеры, мы идем со своими штурмовыми рюкзаками, в которых там минимальный набор вещей, чтобы прийти в следующий ГЭС, там, переодеться что-то потеплее, термос, попить, какой-то легкий перекус, там, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, ну, какой-то минимальный набор вещей, там, ну, килограмм 10, наверное, да, у тебя за спиной. И вот когда мы встали утром, все вещи уже наши упаковали, отдали, и вот ты защелкиваешь замочки на своем рюкзачке, такая, все, погнали. Вот этот был момент. Уже поворот как-то так не произвел такого впечатления, как вот именно вот первый старт, первые защелкнутые лямочки на рюкзачке, и я поняла, что все, вот сейчас будет то, чего я ждала, к чему я стремилась. Очень классный трек, несмотря на плохую погоду. Все равно очень красиво вдоль журчащих там, да, рек, которые с ледников, с гор сходят, прям красиво, живописно. Проходишь большинство климатических зон, да, выходишь из тропических лесов, потом хвойные леса начинаются, то есть как постепенно меняется вообще внешний облик, буквально за 3-4 дня трека кардинально меняется все, что вокруг тебя находится, откуда-то из жизни, да, из пения птиц, ты выходишь туда, где лед, холод, морены, какие-то вот звуки дополнительные, как будто они угасают, отсутствуют. Очень красивый трек. Трек к Манаслу, кстати, есть, он прям так и называется, трек вокруг Манаслу и трек к базовому лагерю Манаслу. Тоже можно погулять, сходить без восхождения. Вот, кстати, как у нас один парень в команде, он шел до базового лагеря и потом спускался и уезжал обратно. Впечатлений массу получил, потому что на треке там есть классный перевал, называется Ларки Пас, мы его проходили на 3-й день, высота у него 5100. Для трека это хорошая такая высота на самом-то деле, да, если вспомнить, что наш Эльбрус 5642. Это очень полезно для акклиматизации, да, для тех, кто идет на восхождение. Можно же забрасываться на вертолете в базовый лагерь, прямо из Катманду можно прилететь и все, но из Катманду, там, по-моему, Катманду, если не ошибаюсь, что там 1300 высота в Катманду, а базовый лагерь 4950. Представляешь, насколько ты сразу повышаешь высоту и как организму твоему стрессово. А трек, он помогает вот именно плавно-плавно набирать, и плюс вот этот перепад до 5100, то есть ты перевал проходишь, потом спускаешься пониже, уже остальные дни идешь там на 3,5, 3,800, не такая большая высота, но восхождение на этот перевал, оно прям знатно добавляет тебе акклиматизации. А грамотная акклиматизация — это что? Это половина успешного восхождения на любой горе. Вот. И погода была отвратительная в этот день. Просто это было 9,5 часов под дождем и снегом. Вот прям вот фу, меня этот переход очень сильно растормошил, я устала, вот я прям себе тогда не стеснялась признаваться, что я в этот день устала, несмотря на то, что я физически была хорошо готова, и мы вот с Андрюхой вдвоем впереди команды бежали, нам наш чатур-гид говорил, что вы носитесь, как кролики, идите со всеми медленно, аккуратно, наслаждайтесь, а мы такие оп-оп-оп-оп, и под хороший разговор побежали вперед. И вот я в этот день прям почувствовала, что мне не очень комфортно. Ну, мне не было плохо, но мне было некомфортно. Во-первых, погода, когда все льет, капает, мерзко, слякотно, под ногами жижа, скользкие камни. Что самое ужасное, да, скользкий курумник, мне кажется, хуже вообще ничего не придумываешь, потому что можно переломать себе ноги все напрочь. Но вот был прям, наверное, такой самый изнуряющий наш переход. Но мы дошли до этого перевала, он был красивый, конечно же, с этими непальскими молитвенными флажочками, всем классно, мы там пофоткались и пошли, да. В этот день, господи, какую красоту мы видели, мы же потом покажем, да, картинки с моего телефона. Я не знаю, я поймала тотальный дзен, то есть мы вышли вот с этого перевала, нас капает, мы уже идем там 7 часов,
огромная-огромная морена, ничего не видно, мы идем вот тут какие-то горы, некрасивые с белыми шапками, а серые, унылые, какие-то непонятные, все скользко, ты идешь, смотришь под ноги, чтобы не упасть, и просто за очередным пригорком открывается синее-синее озеро, вот оно прям синее, там такой цвет, и на контрасте вот этой вот серости, которая вокруг, господи, это было так красиво, вот шел дождь, и мы идем, я говорю: Андрей, пожалуйста, 10 минут под дождем, и мы просто сели посозерцать, ну нельзя было, это было настолько красиво, и вот эти вот капли дождя, которые гладь делают рябью, мы просто посидели прям вот под дождем, на всем на мокром, но вот 10 минут попить чай, это для меня вот из нашей экспедиции одно из таких самых душесогревающих, что ли, моментов, да, вот есть люди, которые, если кто-то любит медитировать, да, часто в медитациях голосом, если кто-то проговаривает, вас просят перенестись в то место, где вам спокойно, уютно или там комфортно, хорошо, где вы чувствуете себя как-то вот... Вот, мне кажется, я переношусь периодически в это место, потому что оно фантастическое. Вот это очень красиво. Мы обязательно покажем картинки. Это, ну, своими глазами видеть это нечто другое. Но это вот я тогда шла, и думаю: господи, 7 часов мы идем, сколько нам еще идти? И такая: да, можно сколько угодно еще идти. Все, давайте. То есть было прям, ну, на треке было много классных, красивых локаций, которые, несмотря на не очень хорошую погоду, все равно вдохновляли. Расскажи про базовый лагерь. Какие там условия, что видели, когда туда пришли, вообще как туда дошли? И вот очень интересно, какие условия в базовом лагере, понравилось ли там, был бы шок, как вообще сам трек? Трек у нас закончился в поселке Самогаон. Мы там отдохнули 2 дня, ну, получается, 1 день. День, когда пришли, еще 1 день поночевали. Это был последний день вот на небольшой высоте, там, по-моему, 3800, что-то около того высота, перед подъемом в базовый лагерь. Нам не очень везло с погодой, и, соответственно, подъем в базовый тоже был он такой, то дождь, то снег, хотя это, наверное, самый-самый красивый участок маршрута. Мы на спуске его заценили, там такие космические виды просто открываются вот с этого перехода. На подходе в базовый лагерь он идет прям по Марене, последний взлет, подъем. Причем ты идешь, у тебя уже язык на плече, а рядом идут лошадки с твоими вещами, и у них все хорошо. Помимо лошадок там еще идут непальские женщины, кстати. Вот для меня это было в новинку, потому что на треке, допустим, в той же Анапурне я такого не видела. А здесь девушки-портеры, то есть они прям в юбках, девушки, которые мне там ростом по грудь, то есть они низкоросленькие, худенькие, маленькие, закидывают на себя вот опять же по эти 2-3 баула, и фигачит рядом с тобой в гору, когда ты идешь со своим 10-килограммовым рюкзачком и думаешь: господи, за что мне это? Эти вещи обгоняют в 3 ряда. Но это было необычно прям, конечно, вот именно девочки-портеры, это было что-то в новинку. Но, возможно, это потому что в поселке нет другой работы, потому что Самогаон находится в середине ущелья, там рядом ничего вообще нет, да, никакой доступности. По сути, весь этот поселок, он работает на обеспечение базового лагеря. Магазины какие-то там есть, продуктовые, куча гестхаусов, то есть все, чтобы обеспечивать жизнь базлага. У меня был трепет, когда мы шли по Марене, я понимала, что вот сейчас Марена закончится, и мы выйдем, и я увижу вот... То есть я смотрела, там, я следила за восхождением Рустама Набиева на Манаслу, да, я смотрела, у него есть целый документальный фильм. Я представляла, как выглядит этот базовый лагерь, в своей голове уже докручивала эту параллельную реальность, и мы просто подходим, рядом идут ребята, и я говорю: я сейчас заплачу. Такие: ты что, мы же просто в базовый лагерь. Я говорю: я сейчас заплачу. И вот мы выходим на край Марены, и оттуда открываются вот огромные моренные волны. Лагерь раскинут очень-очень широко, не знаю, мне кажется, радиусом там пару километров вообще какой-то большой. Куча палаток, куча команд разных, да. Наш был практически сразу вот от начала Марены, то есть мы были максимально далеко от горы, соответственно, есть компании там какие-то супер крутые, типа команды Нимса, да, у них, соответственно, максимально близко к тропе и к подножию находятся лагеря. То есть ты приходишь и понимаешь, что это целый город, целый мир, в котором ты будешь жить там 2-3 недели ближайшие, в зависимости там от того, как будет проходить твое восхождение. Там есть все, там даже есть бары какие-то, есть там кают-компании, есть какие-то мигающие вывески, что-то, целый отдельный мир. У нас были достаточно комфортные условия проживания,
То есть у каждого члена команды была своя палатка, причем палатка, в которой можно было встать в рост, с настилом специальным, каким-то таким типа пенопластом, и сверху удобный матрас, подушка, на которой ты стелишь, соответственно, спальник. Понятно, что ты в пижамке не ляжешь на все это, потому что там холодно, но в целом максимально комфортно, ну, насколько это было возможно. Я знаю, что там в базовом лагере Эвереста там даже кровати стоят, но это уже совсем другой уровень, да, и восхождение на Эверест стоит совсем других денег. То есть в целом было комфортно, у всех были по палатке, у нас была общая палатка, в которой мы собирались на приемы пищи, она была прям такая небольшая, маленькая, там стояло 2 небольших стола, кормили очень вкусно, у нас был свой повар, и кормили, ну, то есть полноценно нам хватало в целом всего, то есть было и мясное, и овощи были, ну, что, макарошки, картошка, все такое стандартное, мясо яка праздничное, нам, по-моему, даже пару раз давали. Один раз нам готовили борщ с салом и чесноком. Это было что-то. Вот есть борщ с салом и чесноком на 5000, это отдельный вид искусства. Было очень вкусно. То есть был умывальничек. Умывальничек — это вообще прям отдельная любовь. Рядом с палаточками стоял такой бочоночек с маленьким краном, куда нам теплую водичку заботливо подливали. То есть мы там не жили совсем в диких условиях, не из ручья умывались. И каждое утро мы кипятили воду, и водичка шла тепленькая с этого маленького краника, и ты стоишь, чистишь зубы, у тебя вот там 8000, вот здесь 6000, и ты стоишь с этой щеткой и кайфуешь. Господи, это, ну, прям, не знаю, утро было любимая часть дня моя. Было очень классно. И, по сути, ты живешь в маленькой локации, ты не гуляешь по всему этому лагерю, потому что на 5000, ну, гулять особо не хочется, будем честными, когда вот, ну, типа, поесть, поспать, почитать книжку, ну, окей, надо выйти на маршрут, тогда я оденусь и пойду. А просто так вот праздно шататься между палатками и другими компаниями вообще не хочется, вообще, и тебе просто не до этого. С интернетом проблемы были, у меня не было интернета, там, по-моему, можно было приобрести какой-то там пакет услуг, но ловил он где-то там, у того камня, минут 15 в день, и стоил там что-то порядка $150. Но это было вообще не нужно абсолютно. Понятно, что всем родным пишешь, я буду на связи там через 2 недели, пока. Если у кого-то слишком там тревожные родственники, конечно, безусловно, наверное, стоит купить такой интернет и раз в несколько дней у камня его ловить, но вот мне не было такой необходимости. В целом, и они, наверное, меньше переживали, и я не дергалась, что мне нужно срочно отправить сообщение. Вот, так что условия в лагере комфортные, насколько это возможно. Ты спишь не на земле, не в яме, не в снегу. В целом тепло, уютно, все было кайфово. Прям базовый лагерь меня порадовал. Я именно так его и представляла, у меня не было никаких завышенных ожиданий, и ожидания с реальностью совпали в целом. У нас не было, да, прям супер какого-то четкого графика. Во-первых, мы в базовом лагере особо и не жили, да, по сути, у нас либо мы уходили на акклиматизацию, вот потом у нас было там 3 дня отдыха, да, мы сидели в лагере, а остальное все время, по сути, где-то были на горе, на маршруте. Ну, расписание примерно, мне кажется, что-то около там 8 мы завтракали, где-то в 2 обедали, и где-то в 6 мы ужинали. Отбой по собственному желанию, но мы очень весело проводили время, пели песни, играли карты, и, в общем, ну, у нас не было такого, что мы такие раз и разбредались. Соответственно, мы сидели в этой кают-компании, где мы кушали, там была единственная печка, где можно было погреться, соответственно, хотелось туда к ней прильнуть, хотя ты сидишь в пухане, в палантине из шерсти яка, в шерстяных носочках, из него же, и все равно, ну, не очень комфортно. Ты же на улице холодно. Ну, представляешь, 4950, почти 5000, ночь, когда солнца нет, вообще очень-очень свежо. Соответственно, электричество у нас было, электричество давали днем на несколько часов, чтобы подзарядить там гаджеты, пауэрбанки. То есть не в течение всего дня оно было, но для того, чтобы зарядиться, там жизненно необходимое что-то сделать, его хватало. Через какое время ты почувствовала себя нормально? Через какое время ты почувствовала, что адаптировалась к высоте? Мне не было ненормально ни разу там. Потому что, не знаю, возможно, честно говоря, я считаю, что у меня есть предрасположенность к высоте. Но я делаю такой вывод на основании своих ощущений, когда я была в горах. Потому что я когда ходила еще там на пик Ленина, мне говорят, вот сейчас тебе будет плохо.
Не, ну вот сейчас точно будет. Ну, в третьем, ну, 100%. А я ем как хомяк, сплю как хомяк, и вообще мне хорошо. Вообще я себя чувствую прекрасно. То есть у меня не было такого, что мне было плохо. Мне было не очень хорошо, потому что я болела, поскольку на треке у нас были дожди, и в гестхаусах, в этих лоджиях, в них нету отопления в комнатах, да, там, по сути, есть какая-то общая столовая, где стоит одна вот эта вот печечка, и от нее вот, соответственно, это все тепло, которое ты можешь получить. И я застудила где-то почки, соответственно, чувствовала себя максимально некомфортно, что у меня болело горло, и в базе я уже начала вот пить лекарства, потому что я понимала, что я своими силами, там, просто полосканием горла и чаечком я себя не поставлю на ноги, а идти на гору хотелось. Вот тогда было некомфортно. А просто так, чтобы высота на меня как-то давила, вот не было такого. Наверное, только в 4-м лагере, но мы до этого еще дойдем. Да. Расскажи сейчас самое важное, это акклиматизация. Как проходила, какая была стратегия? Потому что я сам знаю на своем опыте, что акклиматизация — это самое важное в высотных восхождениях. Значит, смотри, у нас какой был план акклиматизации. То есть мы поднялись в базовый лагерь, и на следующий день мы запланировали прогулку до первого лагеря, без ночевки. То есть просто приподняться повыше. Первый лагерь что-то там на 5500 с копейками. Ну, примерно чуть ниже Эльбруса первый лагерь находится. И мы должны были до него прогуляться. Во-первых, посмотреть, как тропа идет. Это вот долгий-долгий путь. На самом деле базовый лагерь от нашей точки, примерно час ты просто идешь через базовые лагеря, просто подойти к маршруту. То есть очень протяженный. Вот он реально огромный просто. И вот ты час идешь по этой марине, по камушкам, потом еще час, наверное, выход под Кремпен Пойнт. Это там, где мы надеваем кошки, где начинается ледник, и уже оттуда по леднику идешь. Мне первый день ледник понравился просто, я визжала от восторга. Ну, во-первых, я таких больших ледников еще не видела. Он был очень красивый, очень разорванный. Соответственно, была везде перильная веревка протянута, да, в которую ты встегиваешься, которую перильная команда в начале сезона на монослу провешивает. Было очень-очень красиво. Было жарко, поскольку мы вышли днем без ночевки, мы не выходили рано. То есть это была цель просто погулять, немножко набрать высоту, и чтобы покомфортнее потом было в базе. И мы шли по самой жаре, в пекло, там в 12, в 2. Было тяжело, мы выпили всю воду. В общем, мы не дошли. Там есть фальш, первый лагерь, и есть настоящий лагерь. И разница у них там высота, метров 200, наверное, высоты. И вот мы до первого не дошли, мы дошли до фальш-лагеря, и такие, все, воды нет, пить охота. И в целом гид нам сказал, что этой высоты для вас достаточно уже сегодня. Что мы там набрали где-то 500 метров, вам достаточно, идите вниз отдыхать. То есть мы посмотрели, как выглядит переход через ледник, посмотрели первую часть маршрута и отправились домой отдыхать. На следующий день у нас был день отдыха. В день отдыха мы ходили недалеко, там буквально минут 40, наверное, от нашего лагеря на ледник заниматься, поскольку, дальше предстоял выход уже на акклиматизацию до 3-го лагеря, то есть с ночевками 1, 2, 3 и спуск вниз. Переход из 1 в 2 лагерь — это переход по леднику, на котором есть стеночки, на которые нужно лезть, нужно жумарить. Соответственно, нужно было просто освежить, обновить знания, которые у всей команды, слава богу, были, да, потому что все были с подготовкой. Мы просто пошли на ледник, потренили, полазали, лазали наши шерпы, которые потом с нами шли на штурм, то есть они тоже отрабатывали навык, соответственно, да, сезон только начался, сентябрь — это начало сезона, когда начинается восхождение там на 8-ке. Соответственно, они тоже все вспоминали, как подниматься, как спускаться, какие-то базовые там моменты. Пару часов на леднике мы провели и пошли отдыхать. Всё, на следующий день у нас был выход уже на акклиматизацию. У меня было очень сильное волнение, потому что я не поправилась до конца. И курс, соответственно, лекарств был рассчитан там минимальный на 3 дня, я пропила только 2 и понимала, что в любой момент от высоты, да, на высоте любая болезнь, даже больной зуб просто в считанные, даже не часы, а минуты развивается, и это страшная история. То есть нужно себя очень сильно контролировать свое состояние. Я за это очень сильно волновалась, молчала, никому не говорила. Я сказала, что я болею, но не говорила, насколько сильно. Но я брала ответственность на себя, потому что я знала, как я себя чувствую на высоте. Опять же, опыт пика Ленина с лекарствами мне помог. И мы вышли, значит, на маршрут. Дошли до 1-го лагеря. Первая ночь в 1-м лагере, высота там что-то порядка 5570, мне кажется, где-то такая.
Ночь была тяжелая, болело горло, но было очень красиво. Не спалось нисколько. И ночью мы с моим компаньоном по палатке выползли наружу посмотреть, что же там красивое показывает. И в ту ночь показывали красивое, потому что у нас до этого были дожди, соответственно, облачность, и в базовом лагере была высокая облачность. А тут небо разошлось, и там отель 1000 звезд. Просто там была такая красота. Ну, конечно, на мой телефон было трудно что-то снять. У меня есть смазанный какой-то там кадр. Но в целом понятно, что это было божественно. Было очень красиво. Мы встали, наверное, часов в 5 утра встали, умылись и позавтракали, и пошли во второй лагерь. Это самый классный переход, самый красивый переход. Вообще, я впечатлилась настолько, я вот так вот шла просто весь маршрут, было очень здорово. Мне так нравилось и жумарить, и вот эти вот переходы через трещины, эти лесенки, господи, это все. Вот как ты смотрел фильм «Эверест» наверняка, да, ну как все классики, люди, которые не имеют отношения к горам, смотрят какие-то такие фильмы, такие, ничего себе, вот там вот так, и тоже хочется это попробовать. Но у меня такое уже было с лесенками на Ленина, но вот здесь немножко другие масштабы, и ты понимаешь, что ты идешь, сзади тебя ледник, впереди тебя ледник, вот здесь какая-то стенка, просто трещины, снег, сосули, и все, и ничего больше нет. И это настолько прям кайфово. Вот ты вот среди этого царства льда и снега находишься, мне было прям классно. Ребята шли, говорили, господи, это самый ужасный переход вообще на маршруте, нам не понравилось, а мне было прям в кайф. Во второй лагерь мы пришли, он находится на высоте где-то 6240, 6270, ну где-то вот так. То есть уже высота приличная. Я на такой высоте была, потому что была на Ленина, он там 7134. То есть высота была не новая, но усталость, она сказывалась. То есть вторая ночь, ну, мне далась легче, потому что я, наверное, утомилась, и я спала хотя бы, несмотря на больное горло. Тогда мы встретили один из самых красивых рассветов в моей жизни. Вот прям, наверное, ну, за эту экспедицию это был точно самый красивый рассвет, потому что небо было чистое, и я видела, как солнце встает просто из пелены белых облаков, над которыми уже видны пики там других там 6-7 тысячников. Это было настолько невероятно красиво. Я просто открыла палатку и вот так в пухане сидела и смотрела, пока солнце не начало уже подниматься и перекатываться по небу. Было безумно красиво, безумно красиво. И что ты думаешь? Мы, пока наслаждались всеми этими солнечными восходами, пропустили время выхода. Надо же было выйти пораньше, чтобы не идти по жаре, а мы наслаждались красотой. И, соответственно, где-то в 10-11 утра, когда самый солнцепек, мы поперлись наверх. На горе некуда спрятаться, нет тенька, нет елочки, да, под которой можно постоять, вот просто белое все абсолютно, от которого отражается солнечный свет, и ты идешь, и ты не можешь раскрыться, потому что ты сразу сгоришь. Понятно, что там ты мажешься кремом, всем чем угодно, но в 6000 твой крем не имеет значения абсолютно. Ты идешь вот здесь баф, вот здесь кепка, вот здесь очки, вот здесь перчатки, вот здесь у тебя термуха, все запаковано, иначе будет адский ад, и ребята все равно умудрились обгореть на самом деле. А там даже бафы же делают сейчас вот с ультрафиолетовой защитой, потому что все равно же ткань пропускает. Вот, и мы еле-еле зашли на этот третий лагерь. Третий лагерь находится на высоте 6670. Мы просто пришли, плюхнулись, и такие, все, дальше мы не идем никуда. Этой высоты было достаточно. Мы посидели, наверное, час, чтобы была лучшая акклиматизация. Передохнули, попили чай, посмотрели, куда будет лежать маршрут в 4-й лагерь и на вершину в целом. Там было уже неплохо видно в этот день. И пошли на спуск. Соответственно, с 3-го лагеря мы спускались сразу в базу на полноценный отдых, на перерыв, на несколько дней, чтобы восстановиться, подождать погодное окно, потому что мы смотрели, да, чтобы по погоде мы успели пройти, и восстановиться. Вот. Мы очень классно отметили этот спуск. Не знаю, можно такое говорить вообще в программе? Мы поступили очень хитро. Мы, будучи на 6670 по рации, заказали из самогона ящик пива. На самом деле, пиво
очень хорошо помогает в горах. Это же источник восполнения водно-солевого баланса. Это же электролиты, его надо пить. Не подумайте, что это что-то там связанное с алкоголизмом. Но это полезная реальная штука. И мы вот заказали этот ящик пива, и пока мы спускались с 3-го лагеря в базу, нам из Самогаона, из этого поселка, подняли этот ящик наверх. Это было великолепно. Просто какое было удовольствие, что ты, во-первых, прошел этот маршрут, ты побывал уже на такой высоте. После акклиматизации ты уже имеешь какое-то представление, ну, типа, смогу, не смогу, да. Понятно, что там дальше еще выше, еще тяжелее, но плюс-минус ты уже знаешь какой-то маршрут. Вот этот сложный переход из 1-го во 2-й лагерь по расщелинам. И ты уже как бы, ну, имеешь какие-то там, не знаю, надежды на свои силы, как-то уже себя больше приободряешь, что вот я уже часть пути-то проделал. И, соответственно, мы это очень хорошо отметили, очень весело посидели, и у нас потом было 3 дня отдыха, среди из них, в один из них была обязательно буддийская церемония пуджа. На гору вообще не ходят без этих церемоний, у нас их было даже 2, одна была в Самогаоне, мы ходили в местный монастырь, где чудесный старенький дедушка Лама, вот он прям супер маленький, сморщенный, такой прям как котеночек, старенький котеночек, проводил нам эту церемонию. И я почему-то хихикала всю эту церемонию, потому что мне сама атмосфера вызывала какой-то смех, все было немножко так глупо и нелепо. Он такой маленький, читает нам эти молитвы, а мы такие большие, хотим куда-то там на гору забраться. Ну, как-то это было немножко странно. Обязательно повязывают красную нить каждому восходителю, да, оберег, который ты не снимаешь все восхождение. На самом деле в такие моменты, даже когда ты не особо там суеверный или еще что-то, тут такое, эта нить мое все, она меня спасет, благодаря ей я буду жить. Шарфики выдали, да, какие-то, то есть какую-то атрибутику, которую ты с собой все время носишь и думаешь, что она тебе придает, ну даже, мне кажется, даже если это самоубеждение, что в этом плохого, дополнительный какой-то стимул, который тебя подстегивает и дает тебе больше веры. И вот 2-я пуджа основная у нас была в базовом лагере. Это базовый лагерь из поселка, поднимаются ламы и проводят его, соответственно, в разных лагерях. У каждого лагеря, у каждой компании своя пуджа, где они приносят там подношения, рис, печеньки, алкоголь, в том числе божествам, там все. И мы делали все, что нам говорили, там кивайте, мазать себя мукой, мажем, вы, говорят, пейте, мы пьем. В общем, тут этот пункт вообще вопросов не вызывал. На самом деле было очень весело, и почему вот пуджа на горе, когда она проходит, нужно максимально сильно веселиться. То есть даже наши шерпы, наши портеры, кто был с нами, мы все пели песни, плясали, был туман, шел дождь, и мы под дождем просто плясали под русские песни, ставили им короля и шута, и было так атмосферно, так кайфово. То есть надо максимально показать богам, что ты счастлив быть здесь, и ты хочешь зайти на эту гору. Это необычная традиция, честно говоря, у нашей команды даже пару раз мелькала мысль принять буддизм. Насколько у них классные вот эти традиции. Все 3 дня отдыха была непогода, было прям грустно, дождливо, холодно, неприятно. Сидеть в лагере вообще не хотелось. Хотелось уже скорее выйти на маршрут, потому что вот уже начинается, когда ты ничего не делаешь, ни к чему не движешься, ты думаешь, ну, волнение, оно как-то нарастает, и хочется поскорее уже к чему-то приступить. Мы посмотрели по погоде, погодное окно вроде бы попадало, и через 3 дня вот мы приняли решение, что мы выходим на маршрут уже все с концами до финальной точки, и с надеждой, что все получится, и мы спустимся сюда живые и здоровые в полном составе. С вершиной, конечно же, в кармане. А теперь расскажи о самом главном. День восхождения. Как приняли решение? Были ли пробки? Какое снаряжение использовали? Какие приключения были именно на самом пути к вершине? Решение о восхождении мы приняли согласно погодному окну, то есть мы понимали, что там до вершины идти 2 дня, что мы будем ночевать в 1-м и в 3-м лагере, и, соответственно, на 3-й день у нас будет штурм. Погодное окошко было небольшое, мы решили, что нужно двигаться, иначе мы бы его потом пропустили, и неизвестно, пришло бы оно или нет. На самом деле сезон восхождения, он очень короткий на Манаслу, там буквально 2 недели, вот именно для самого штурма, это с 20-х чисел сентября, там по 1 числа октября, это уже 1 числа октября, это конец сезона, где базовые лагеря просто съезжают с горы, уже там никого и ничего нет. Мы выходили, опять же, в плохую дождливую погоду, то есть когда мы шли через базовый лагерь, шел дождик, было прям неприятно, и вот тот самый ледник, да, про который я рассказывала, как он меня впечатлил в первый день, ледник до 1-го лагеря, он был вообще другой.
То есть рельеф изменился, где-то, да, стаяли снежные мостики, и нужно было теперь его переходить, перепрыгивать, перешагивать там, и так далее. Все было мрачное, серо-черное, то есть вообще мы не узнавали этот маршрут, каким он был буквально там неделю назад. И команд с нами параллельно шло не так много. На самом-то деле много шло на спуск, то есть мы уже встречали тех, кто спускался с вершины, либо с попыток штурма вершины. Вот встречка была большая, наверх с нами шло не так много, то есть не было толкучки. Вот если мы сейчас говорим просто про начало пути, толкучки не было. То есть про штурм мы там отдельно поговорим, какая там была вереница восходителей. Здесь нет, мы спокойно шли до первого лагеря. Выходили мы после обеда, потому что, по сути, нам нужно было там только поспать, акклиматизация у нас уже была. Пришли мы уже прям поздненько вечером, мне кажется, часов в 6, в начале 7, смеркалось, как раз быстренько поужинали и легли спать, потому что планировали на следующий день в 4 выйти в третий лагерь. Мы миновали второй, мы в нем уже не ночевали, и у нас предстояло, ну вот, получается, 2 отрезка одним днем пройти. Нужно было очень-очень рано выйти. Но нужно понимать, что в Непале есть такое понятие, как непальское время. И это я не про то, что у них разница во времени со всем миром 2:45, ну не со всем миром, а с Москвой, да, это очень, очень странная цифра, почему так. Это понятие вкладывает в себя то, что там никогда ничего не происходит вовремя. Если вы человек, который очень пунктуальный, вам в Непале делать нечего. Вам будет очень тяжело. То есть вначале там первые дни, выходы там даже вот на трек или выезд на джипах, я такая: ребята, мы же в 8 должны, почему вы еще там спите, лежите? Что? Кто? Куда? 2 часа плюсом — это вообще норма для них, вообще норма. И я поначалу себя драконила и понимала, что драконю команду тоже задеваю этим. Ладно, отпущу эту ситуацию, и потом стала просто на лайте. Позже, не готовы, выйдем, значит, там через час. Соответственно, вышли мы не в 4, а в 5:30, уже когда было достаточно светло, и опять словили все переходы по самому жаркому солнышку, конечно же. Переход был тяжелый, мы шли, наверное, около 9 часов до третьего лагеря, да, потому что расстояние было достаточно большое. Тут уже встречались очереди из-за того, что шел поток сверху, шел поток наверх, соответственно, очереди пересекались. Там всегда, конечно же, есть перильные веревки, одна на спуск, одна на подъем, но часто очень эти веревки путаются, особенно теми, кто спускается. Они спускаются уже очень измотанные, уставшие, да, там, скажем, в таком не очень адекватном состоянии. Им плевать, во что встегнуться, они будут там на этой веревке вдесятером одновременно спускаться и так далее и тому подобное. То есть проблемы с пробками на горе были уже вот сейчас при переходе в третий лагерь. Но худо-бедно мы дошли, уставшие, измотанные. Вот третий лагерь, 6670, это наша была первая ночевка на такой высоте. И следующий переход уже был на 7460, последний штурмовой лагерь. Выше мы не ходили, поэтому, когда ложились спать, было очень волнительно. Мы должны были выходить в 3 часа ночи, потому что нужно было идти, опять же, по темноте, пока не жарко. И взлет очень приличный, очень крутой уклон, плюс большая высота, то есть волнений именно перед этим отрезком было много. У меня прям есть видео, где я снимала маршрут вечером, вот что я ложусь спать, и завтра мы пойдем вот туда, и вон туда. И уже тогда мне казалось, что это будет нелегко, непросто. То есть этот день, когда мы уже разделились на... не шли командой, мы шли каждый со своим шерпом, высотным гидом, да, который нас сопровождал и шел рядышком с нами. Мне достался человек с синдромом отличника. Мы с ним в этом совпали. Он в этой команде работал первый сезон и, видимо, пытался доказать всем, что он классный, быстрый, молодец. И мы с ним вместо 7 часов дошли за 5 этот маршрут. И, честно говоря, язык у меня был на плече. Кислорода там мало, да, на высоте выше 7000, ты идешь таким достаточно быстрым, активным темпом. Я пришла с синюшными губами, я просто села в палатку и понимаю: воу, я что, устала? Я очень устала. Прям, было тяжело. И когда через 2 часа подошли ребята с моей командой, и они видят, что я в таком состоянии, прям мне не очень хорошо. Они такие: так, срочно кислород, дышишь, отдыхаешь. Мне включили небольшую подачу кислорода, я продышалась, мне полегчало, все стало хорошо. То есть я поняла, что я себя на этом участке загнала.
хотя цели идти быстрее не было. Зачем так вел гид? Потому что он шел со мной в цепке, да, то есть мы шли вдвоем. Остальные ребята шли кратно ниже. То есть я когда пролезала какой-то участок, оборачивалась и понимала, что им еще до этого участка даже дойти надо, не то что его пролезть. Зачем так было сделано, непонятно, но так было, как было, и в целом, мы справились, все закончилось хорошо, поэтому у меня никаких вопросов не возникло. Я такая, просто я быстро хожу, я молодец. Вот, мы поужинали, честно говоря, ничего не лезло. Вот на высоте 7400 уже как-то кушать вообще не хочется. Хотя бы сладкий там теплый чаек, какую-то конфеточку, что-то, но есть особо уже не хотелось. В 6 вечера у нас был назначен отбой, потому что в 11 нужно было вставать на штурм. Я никогда не сплю перед штурмом. Никогда. Ни на какой горе. Даже тот же Эльбрус. Даже когда там я иду какой-то там уже 20-й раз, я просто не сплю перед штурмом. Не могу. Организм либо сильное перенапряжение, либо какое-то волнение всегда. Просто не могу заснуть. Я к этому привыкла, и меня это не делает меня слабее, знаешь, там, когда человек не поспал, не выспался. А вот я просто привыкла, что для меня это норма. Это, наверное, откуда-то с института пошло, я не спала перед экзаменами всегда. И для меня это нормально, то есть я себя чувствовала комфортно. И вот у меня рядом палатки были на троих, третий лагерь, четвертый лагерь, он маленький, да, он находится, там такой небольшая скальная плата, и все, обрывы с двух сторон, то есть там прям мало-мало места для палаток, поэтому в палатке компонуется по 3-4 человека, супер-супер компактно, потому что мест нет, у нас была вот, получается, я и 2 парня были со мной в палатке, и они там мирно посапывали, а я лежала и смотрела, как ветром гнет просто у нас эту палатку, туда-сюда ее треплет, и думала, господи, как же мы сейчас через пару часов будем вставать и пойдем на штурм. Мы перешли к самому штурму. Как люди реагировали, когда выходили, как шлось до верха, как реагировали гиды, шерпы, вообще что там происходило? Значит, мы встали где-то в 11, точнее, как встали, я и не засыпала, я просто ждала время, чтобы встать по таймеру, начать собираться, поскольку там достаточно холодно, спишь ты уже сразу, там, по сути, одетый в термуху, в комбез, во все, там просто ботинки остается напялить, там, вверх себе замотать как следует, и все, это собираться особо не нужно, кушать перед штурмом вообще не хочется, соответственно, там пару глотков чая, чтобы как-то взбодрить организм, какой-то там глюкозки себе подкинуть, запрятать кока-колушку во внутренний карман, боже, это эликсир жизни, без которой вообще нельзя ходить. Я не понимаю людей, которые не ходят с кока-колой в горы, ничто так не поднимет себе силы и энергии, как глоточек этого живительного напитка. Было достаточно шумно в лагере, потому что все выходили на штурм, да, это крайний лагерь, тут либо ты идешь наверх, либо тебя здесь вообще нет, но никто не живет там в этом лагере по несколько дней на такой высоте, это достаточно проблематично. Соответственно, в всех палатках что-то шуршало, какие-то фонарики мелькали, вокруг, конечно, была тотальная тьма. Погода была хорошая в целом, то есть была относительно слабый ветер, какая-то там поземка немножко в воздухе, холодно было, наверное, градусов 20-25 для такой высоты, считая вообще тепло, по большому счету. Нас ребята, мы вышли первые, мы с моим напарником, с моим шерпом пошли вперед, как и предыдущий день, и мы вышли на тропу достаточно быстро, там от лагеря, по сути, одна тропа, по которой поднимаются все, нету каких-то там других альтернативных маршрутов. Буквально, наверное, минут через 10 мы столкнулись с первыми людьми, да, которые поднимались вверх, уперлись в первую вереницу. Там есть перильная веревка, которая ведет практически, там перила провешены почти везде до вершины, потому что уклон все время вверх идет, то есть нету таких прям супер пологих каких-то участков. Мы подошли к этим перилам, встали в очередь, на что мой шерпа сказал: давай не будем встегиваться и начнем обгонять. И вот мы, значит, ночь, темно, ни черта не видно, какие-то люди, еще маска кислородная закрывает, да, какую-то часть видимости, по сути, вот у тебя маленький-маленький этот обзор, ничего не видишь, не понимаешь, что происходит, то, что высоко, напряжение эмоциональное, ты понимаешь, что вот сейчас нужно выложиться на максимум, нужно дойти, и все, о чем нужно думать, это шаг, вдох. И вообще любые мысли, они должны раствориться. Ты должен просто быть в моменте и просто двигаться к своей цели. Если ты начинаешь отвлекаться на какие-то мысли, они на тебя начинают, да, в какой-то раздрай вводить, и ты сбиваешься с ритма, а ритм, темп, шаг — это вообще, наверное, самое главное на восхождениях, особенно когда уже на высоте идешь.
Мы начали обгонять этой вереницей, я начала считать там 5, 10, 15, 20, 30, просто какое-то неимоверное количество людей мы обогнали. Там человек после 40 я просто перестала считать. Мы остановились всего один раз на уклоне попить буквально, то есть мы даже не пересаживались, просто попить кока-колы, сделать 2 глоточка, отправились дальше. Я не смотрела на часы принципиально, то есть я не хотела знать, сколько мы идем, сколько нам еще идти. В среднем штурм где-то вот из лагеря до вершины, это 7460 до 8163 занимает, 6,5-7 часов, вот где-то в этом, от 6 до 7, вот это средний темп восхождения, с учетом наличия кислорода. Я такой, все, hard work, я готова, я буду работать и идти до победного, сколько потребуется. Вот мы сделали этот глоточек, и я иду, только я и дыхание. Мы шли молча, не разговаривали, обгоняли. И в какой-то момент останавливается, спрашивает, который час? И я ему там, по-моему, сказала, что там порядка 3 часов. Он такой, да не может быть. Я такая, что мы идем там 2,5 часа, нам еще столько пилить, чему он удивляется. И он просто так, знаешь, обернулся и вслед такой, через час будем на вершине. И вперед пошел. Я даже не успела понять, то есть он сразу начал движение, я не смогла ни переспросить, ни в смысле мы идем 2,5 часа, какая вершина, еще пилить и пилить. И в итоге он был абсолютно прав. Через 3:39 после выхода мы стояли на вершине Манаслу, в тотальной темноте, в кромешной темноте. Не видно было низги, просто вот кусочек скалы, вот какой-то флажочек развивается, и все. И ни черта не видно. Ты представляешь, я шла к этому 4 года. 4 года. Это была мечта просто стать на этой вершине и посмотреть на мир с высоты 8000. Кто это может увидеть? Кто? С самолета, это же вообще не то. А тут ты своими ногами стоишь на земле, на тверди и смотришь на этот мир. Но нет. И мы пришли, значит, на вершину. На вершине было 3 китайца в этот момент. По сути, в этот день мы были на вершине 4-е. То есть только этих 3 китайцев нам не удалось обогнать. И я не знаю, когда они выходили, возможно, вчера. Почему мы их не успели обогнать? Быстренько сделали какие-то пару невнятных кадров, потому что высоко, сложно, нету места, то есть нету там площадки какой-то, по сути, это скальный уступ, и ты на него там можешь так вот опереться, сделать фоточку и все, уходить оттуда. Плюс темно, ничего не видно, смысл там фотографировать. В общем, у меня нет ни одной нормальной фотки с вершины, есть, где я вот так пытаюсь достать флаг своего родного города, на вершине сфоткать. В общем, фоточка красиво не получилась. И в тот момент у меня даже не было огорчения, вот я не посмотрела. Я еще тогда не осознавала, что я упустила эту важную деталь, как посмотреть на мир. Но у меня было буквально мгновение, наверное, буквально 10 секунд на этой высшей точке. Я просто поднимаю глаза вверх, а там черное небо, вот истинно черное, и россыпь звезд. И я вот смотрю просто вот долю секунды на это, и, знаешь, так на сердце мечта сбылась. Я прямо сейчас мурашками вся пошла. Было так тепло от этой мысли. Я не думала о том, что мне сейчас еще идти назад, о том, что у меня нету красивых фотографий. Просто вот оно, этот момент, 4 года ты к этому шел постепенно как-то, мечтал, хотел, желал, и ты это сделал. Это просто вообще невероятные эмоции. Я вот уже говорила, что никогда не плакала на горе больше. Вот не было такого момента, вот ощущения радости, счастья, слезы не было. Мы прошли, значит, на спуск небольшой участок, там по скальному обрыву. Если бы я его видела днем, я бы, наверное, начала паниковать, потому что ночью, ты не видишь, тут темно и там темно, и бог его знает, сколько там метров тебе лететь, если что, вниз. Поэтому в целом, наверное, даже хорошо, что мы его ночью проходили. Мы приспустились, прошли вот этот опасный участок, вышли на снежник. И вот здесь вот прям эмоции попёрли, я начала записывать видео родным, брату, маме, папе, ребенку о том, что я дошла, что я смогла, там мне дочка плела специальный браслетик, который я носила до вершины, что она со мной дошла, в общем, прям вот какие-то эмоциональные видео записывать, рассказывать о том, что я справилась, и о том, как это здорово, когда твои мечты сбываются, и ты, по сути, эти мечты осуществляешь сам своими ножками. Мы пошли на спуск. На спуске мы встретили огромную вереницу всех тех, кого мы обгоняли.
То есть мы уже такие довольно счастливые, все закончили, а они еще только идут, тяжело, медленно, еле-еле поднимаются, прям вереница из фонариков. Начали встречать других ребят с нашей команды. У нас команда зашла в полном составе, то есть у нас было 4 человека, все 4 человека достигли вершины. У нас это было 25 сентября, в 4:09 по непальскому времени. Получается, я стояла на вершине 8-го по высоте восьмитысячника в мире, и это было великолепно. На спуске уже, наверное, где-то на 7600, на 7700 мы застали рассвет, то есть мы уже прилично сбросили высоту, когда наступил рассвет, и да, с вершины, наверное, было бы эпичнее, но все равно было так красиво, когда ты над миром, и вот просто ты смотришь на горизонт, и у тебя снег с горы просто перетекает в облако, просто все вокруг белое, и где-то там какие-то пики, шапки гор еще торчат, было безумно красиво, красивые цвета, пастельные, такие лиловые, голубые, розовые, вот какое-то зарево небольшое, было прям красиво-красиво. Мы дошли до нашего лагеря, в лагере мне дали там пару часов полежать, отдохнуть, собрать вещи, и на спуск, потому что нет смысла тратить силы, потому что на высоте ты не восстанавливаешься, там, да, на 7500 нет смысла сидеть, нужно скорее сбрасывать, а в этот день предстояло сбросить очень много, потому что спуск прямиком до базового лагеря, и это был очень тяжелый спуск. Ну а теперь про спуск. Вот все, уже зашли наверх. Как шел спуск, какие эмоции были, может быть, какие-то расстройства, либо то чувство, когда уже все позади, и даже, может, какая-то грусть, потому что я даже сам по своему опыту знаю, что когда заканчивается проект, иногда даже грустно, что это все закончилось. Значит, пока я отдыхала пару часов, ребята, вот уже два из 3 членов команды еще тоже спустились. Соответственно, у них не было времени на отдых, потому что мы решили спускаться все вместе. И мы начали спуск. Соответственно, вот этот участок достаточно крутой из 3-го в 4-й лагерь. Когда ты идешь в гору и уклон крутой, вроде бы ничего, тяжело, ну ладно, но когда ты идешь вниз, и ты понимаешь, что ты можешь там споткнуться и прилететь такое достаточно длинное расстояние, это достаточно страшно. Спускаемся в 3-й лагерь, вот по этому крутому уклону силы чувствуется, что они подрастратились, то есть тяжело переставлять ноги, ты понимаешь, что нужно быть... Да, вообще большинство несчастных случаев всегда в горах происходит на спуске, потому что ты уставший, рассредоточенный, сил мало, ножки заплетаются, соответственно, может произойти все что угодно. Надо максимально собрать остатки сил и двигаться плавно и аккуратно. Мы спустились до 3-го лагеря, у нас там были оставлены какие-то еще вещи, да, которые мы не брали на высоту, чтобы лишнее не тащить. Все это запаковали в рюкзаки и поняли, что у нас не очень хорошо с питьем. То есть мы выпили вообще все, что только можно, и горелок, чтобы растопить снег, у нас не было. И вот тут начался вообще, конечно, полный трэш, потому что обезвоживание на высоте дело страшное, пить хотелось очень сильно. Еще была такая погода, рассеянный туман, и от него было так душно, вот как будто прям не хватало воздуха. Вроде нет прямых солнечных лучей, но вот чувствуется духота, жар какой-то, ты еще идешь в этом комбинезоне, потому что его снять, ну если ты его снимешь, по сути, тебе просто его на себя сверху накидывать и все равно на себе тащить, нету никакого резона. Идти было очень тяжело, мы вот прям на морально-волевых спускались долго, я даже не знаю, наверное, часов 6-7 мы, наверное, спускались до базового лагеря, там просто последние метры, мы по Марине уже просто ползли, ноги еле переставляли, еще пошел дождь, все вымокли, представь, все пуховые вещи, оно же все облипает, становится тяжелым, это все мокрое, и просто до базового лагеря мы шли, мечтая о том, чтобы выпить бутылочку кока-колы, воды, пива, господи, неважно чего, просто чтобы какая-то жидкость попала в твой организм, и можно было сказать, и это сделал. Потому что, да, на горе никогда не поздравляем друг друга на высоте, важно спуститься, потому что то, что ты дошел до вершины, еще не означает, что ты оттуда благополучно спустишься. С горой поздравляют всегда уже внизу.
А вот когда уже вниз спустилась, какие были эмоции? Была ли та эйфория, либо ты была настолько уставшая, что уже было не до этого, и только и мечтала, как бы лечь, отдохнуть и так далее? Очень уставшая. Я не понимала вообще, что произошло. То есть я, когда спустилась, вот когда мы дошли до вершины, пусть в темноте, пусть не так, как хотелось, но я такая, да, гора. А когда мы спустились, ты настолько был вымотан, просто высосаны все эмоции, чувства, не хотелось ничего, и я не понимала, что произошло, и даже на следующий день, мне кажется, не понимала. То есть у нас был еще один день в лагере, и потом мы уже спускались вниз. И вот когда мы спускались вниз, когда мы разбирали наш базовый лагерь, да, мы собирали палатки, то есть лагерь, который был домом там 2,5 недели, его при тебе прям складывали, убирали, это просто становилась обычная пустая арена, и вот тогда ты понимаешь, что произошло, что ты сделал, каких целей ты достиг. Вот оно догоняло постепенно, и, наверное, догнало, когда мы прилетели в Катманду. Мы летели назад на вертолете, мы спустились в Самогаон. Момент на спуске еще такой был, мы вот собрали вещи, пошли на спуск в Самогаон, и когда мы уходили, помнишь, я рассказывала в самом начале, из-за Марены был выступ, когда мы вышли и увидели вот этот лагерь. И, соответственно, когда мы пошли обратно, мы спускались за этот выступ, и я понимала, что сейчас лагерь исчезнет. И я такой, господи, только не оборачивайся, ты это не выдержишь. Ну, конечно, я обернулась, ну, конечно. И тогда слезы потекли, у меня есть видео, я такая, сбывшаяся мечта. Вот прям было так тепло, вот в этот момент было очень душевно. Мы спустились в Самогаон, на следующее утро на вертолете улетели прямо в Катманду, и в Катманду уже пришло осознание, когда у тебя появляется связь, когда ты начинаешь всем писать, я смогла, я зашла, у меня все получилось, там, конечно, куча поздравлений от родных, от друзей. Вот тогда догоняет эта идея. И то, мне кажется, совсем-совсем окончательно она приходит уже, когда ты приезжаешь там в Москву, разбираешь баул, раскладываешь вещи и такая, вау, ничего себе. Потому что до конца это все равно не кажется прям реальным. Все-таки 8 тысяч — это как будто другая вселенная. А что поменялось-то в итоге? Отношение к жизни, может быть, где-то стало сильнее, может быть, какой-то настрой, отношение к своим проблемам, которые в жизни возникают. Может быть, сейчас какие-то проблемы стали не настолько важными, как раньше. Я не могу сказать, что это стало как там психологически крепче. Психологически крепче стало, когда я стала ходить в горы, потому что это постоянная интенсивная работа, и чем чаще ты ходишь в горы, тем, мне кажется, немножко проработаннее в этом плане ты становишься. То есть ты с проблемами справляешься легче, проще, быстрее, может быть, как-то на них смотришь немножечко сверху вниз и понимаешь, что все решаемо, все можно в жизни преодолеть. То, что я поверила в себя еще больше, 100%. То есть я поняла, что я действительно, если могу не все, то почти все я точно могу. А возможно и все, если только захотеть и если поставить себе такую цель. То есть я у меня вера в себя увеличилась очень сильно, прям кратно. Потому что для меня это достижение. Понятно, что есть, сильные там спортсмены, альпинисты, которые делают крутые какие-то восхождения, невероятные штуки, там соло, еще так далее, технические какие-то маршруты. Но вот для меня, как для обычного человека, я считаю, что зайти на 8 тысяч — это круто. Я горжусь собой. Хорошо, приехала домой. Я это называю точкой ноль, когда после всего, что было, после всех экспедиций, после всех приключений, какие ощущения у тебя были, когда ты вот занесла баулы, открыла дверь, начала их разбирать? Вот что чувствовала? Радость, либо было уже без разницы на то, что произошло, и хорошо, что закончилось. Вот расскажи об этом моменте. Конечно, было грустно. Грустно, на самом деле, стало еще в Катманду. То есть мы, когда прилетели, мы еще там 2 или 3 дня были в Катманду, и уже тогда вот начались вот эти вот откаты, когда ты понимаешь, что все, твое там масштабное приключение заканчивается, и ты вот прилетишь домой, и все там обычная рутина, бытовуха, все твои дела, все это на тебя обратно навалится, и начинается какая-то такая вот грустняшка. И
И когда я прилетела в Москву, меня в аэропорту встречала подружка, она мне испекла торт со свечками 8163, прямо в аэропорту меня встречала, было безумно приятно. И она мне притягивает этот торт, говорит, загадывай желание. И я на нее смотрю, ты же понимаешь, что там следующая вершина? То есть все, вот щелчок момент, да, я только-только вышла с самолета, еще стою там грязная с перелета с баулами, и я понимаю, что в голове у меня уже следующая вершина, следующая экспедиция. Все, ну, если, мне кажется, не ставить себе сразу следующую цель, можно вот впасть как раз-таки в это уныние, в грусть, что что-то закончится. А так ничего не закончилось. Это была ступенька к следующему приключению. И вот так я себя вытягиваю, в целом ставлю себе там планы, не обязательно там какими-то жесткими рамками, сроками не ограничиваю, чтобы потом не расстраиваться, если что-то пошло не так, а вот просто ставлю себе новую цель и постепенно к ней иду. Поэтому вот грусть была, но я ее быстро переборола. Еще у меня была такая штука, как равняшка. Это когда, да, есть горняшка, когда ты приезжаешь в горы, на тебя действует высота. Равняшка то же самое, только когда ты спускаешься с горы, и равнина тебя почему-то не принимает. Я 2 недели пролежала с ангиной, с бронхитом. Вообще у меня просто все болячки. Но организм, видимо, истощился знатно во время экспедиции. И меня прям накрыло очень сильно. Я вот 2 недели пластом пролежала дома. Но я считаю, что это маленькая плата за то, что мне удалось совершить, и что я увидела, и что ощутила. Какие советы дашь людям, которые интересуются горами, может быть, хотят пойти куда-то в поход, в трекинг, но не могут поднять одно место с дивана? Вот что бы ты им хотела сказать? Я думаю, что главный совет действовать. Если мысль есть, если есть идея, желание, нужно его реализовывать и ничего не бояться. Не обязательно сразу идти в большие горы, да, лезть куда-то высоко-далеко. Всегда можно начать с похода выходного дня в той же Московской области, куча красивых мест. Потом можно попробовать трекинг, потом уже, если захочется, попробовать восхождение. Если это твое, если тебе по кайфу, если тебе нравится, ты продолжишь в этом развиваться, захочешь ходить дальше, больше, выше, быстрее, сильнее и так далее. То есть просто я знаю очень многих людей, особенно, да, там, которые, допустим, мечтают зайти на Эльбрус, и там 5 лет живут с этой мечтой. Вот что тебе мешает ее реализовать, да? То есть человек там достаточно физически активный, не сидит дома, ездит там в разные отпуска. То есть, да, мы убираем отсутствие там финансовой возможности поехать и так далее. Что тебе мешает, что тебя ограничивает? Зачем ты делаешь... Есть такое классное высказывание, что есть много людей, которые делают мечтой всей жизни то, что можно осуществить уже завтра. Это очень классная фраза, я считаю, нужно ее придерживаться, потому что, правда, столько всего, что ты можешь сделать, если ты начнешь делать. Если ты будешь просто сидеть и говорить, я хочу то-то, зайти туда-то, сделать то-то, получить что-то, но ничего для этого не совершать, никаких поступков, так ничего и не произойдет. Просто нужно действовать. А все остальное, оно все приложится. Ну, физическая подготовка, это все реально сделать самостоятельно, не обязательно иметь там какую-то большую тренировочную базу, не знаю, там специального тренера, там разбираться в фармакологии, еще что-то и так далее. Сейчас в интернете куча доступной информации, можно при большом желании вообще разобраться самому. А вот что скажешь для людей, которые, знаешь, такие вообще не спортивные, никогда не хотели в горы, но вот после того, как посмотрели, например, это видео, они могут сказать, а я не смогу, там, например, и вообще ничего я никогда не делал, я не смогу, а как вот мне вообще в это все погрузиться? Такие люди тоже есть, и не только те, которые интересуются, может, восхождением, может, и трекингом. Вот скажи, что бы ты им посоветовала, как им в это во все окунуться? Ну, это такая мысль немножечко ошибочная, потому что человек на самом деле может гораздо больше, чем ему кажется. И все, что вам нужно для достижения ваших целей и мечт, уже есть внутри вас. Нужно просто это найти, копнуть чуть глубже в себя. Опять же, просто встаньте с дивана. Просто пройдитесь пешком, а не на общественном транспорте, до той же работы. Просто начните вышагивать 10 тысяч шагов в день. Может, не каждый, хотя бы по выходным. Начните с этого, начните с малого. То есть, если у вас будет стремление, вы начнете двигаться, все возможно. Все возможно, мне кажется, и было бы желание. Если желания нет, тогда будет 1000 «но»,
и куча отговорок. Если тебе действительно чего-то хочется, тебе действительно что-то нужно, нет ничего невозможного. Словами Нимцы заговорила. Вы были на канале Альпиндустрия. Напишите в комментариях, какая ваша мечта, куда вы хотите попасть, может зайти, может отправиться в какое-то путешествие. Это тоже очень интересно. Также подпишитесь на канал, здесь будет много всего интересного. И здесь будет про горы, путешествия и приключения.